Многие знают, что в Doom Eternal есть приятная пасхалка с компом, где можно поиграть в первую и вторую часть игры. Но вот, проходил ли их кто-нибудь? Я загорелся этой идеей и решил оформить полное прохождение второго Дума в Doom Eternal. Несмотря на то, что много раз начинал в него играть, дойти до той самой иконы греха никогда не удавалось. Забавно, что после завершения Дума 16 года, на волне захлестнувшего меня интереса, я прошел и первую часть. Теперь же, после богоподобного Eternal, заканчиваем классическую вторую. Но оказалось не все так гладко. Основная проблема такого прохождения в сохранениях. Дело в том, что сейвы работают до тех пор, пока Doomslayer находится в твердыне Рока. Стоит только выйти из игры или пойти проходить уровни, как классические сохранения тотчас почищаются. Следовательно, игру нужно закончить в один присест. Потому-то я и думаю, что никто этим маразмом не стал бы заниматься. К слову, это не все палки в колесах. Я уж не знаю, с чем это связано, но карта тоже не работает. И для Дума это целая катастрофа. Некоторые локации настолько запутанные, что я просто блуждал в отчаянии. Не думаю, что вы собрались здесь ради 10-часового прохождения, так что я подготовил нарезку самых важных, на мой взгляд, моментов, закадровыми комментариями и пояснениями. Все, поехали. Я готов. Мне надо как-то взять дробаш и не сдохнуть. Ой, я помню, кстати, я этот уровень записывал для подкаста, который был года 4 назад. Двустволка так рано дается. Я уже ни хера не помню. А как туда попасть? У-ля-ля, я, по-моему, кстати, не брал этот секрет никогда. Блин, такой странный лост у Дума, как будто ты вообще не в шутан играешь, в какой-то квест point and click. Они прям под музыку маршируют. Чё за звук? О! Ревенантных. Стоп, я тупой, я вспомнил, как этот уровень проходить. Его нужно задавить. Его нужно прессом задавить. Там же как раз таки, если на кнопку спрыгнуть, его ваншотнет. Я вспомнил, вот это озарение. Опа. Нет, не та кнопка. А какая же это, черт побери, кнопка тогда? Или вот это за пресс отвечает? Окей, сейчас проверим эту кнопку. Наверное, вот эта, которая ближайшая. Или это от лифта? Да-да-да, вот она, смотрите. Сосед лошара. Ой-ой, больно, нах. Да сдохни уже, пожалуйста. Я, короче, недавно луковые колечки делал, и теперь думаю, то, что если я... Ну, стану, типа, гуру луковых колечек, то можно и по ним сделать видос. Вообще, прикольная тема, по идее, если прям хорошо их научиться готовить, но я что-то как-то это... Ну, не сильно был воодушевлен. Там женщина сказала, вмешайте в кляр майонез. Я думаю, ну что, попробую. Ну, вмешал нахер в кляр майонез, было не очень. А вкуса, главное, никакого не дал. Зато кляр стал какой-то очень странный. Говорит, с пивком покатит, и сидит, пиво хлещет, короче. И луковые колечки с майонезом хавает. Я подумал, вау, как аппетитно. Господи, я луковые колечки, наверное, минут 20 делал, а посуду мыл около часа. Потому что у нас горячей воды нет. Она есть только тогда, когда воду дают, а воду дают 2 раза в день. Короче, очень много трудностей было, но в итоге я мыл потом посуду в холодной воде час. Это были самые худшие луковые колечки в моей жизни. Зато, блин, кляр с майонезом. Мне конец. Где моя плазма? Это просто какой-то ад. В прямом смысле.
Бляха, манкубусы. Надеюсь, с ними так и нужно воевать. Посмотрите, что там в центре. Там анал какой-то. Там самый настоящий звездный анал. Если долго будете за компьютером сидеть, у вас такой же будет. А то и хуже. Блин, круто, наверное, в жизни уметь такой звук издавать. Бро, Старк, ну ты сравнил свой голос и мой. Ну ты даешь. Бро, Старк. Я сижу просто каждую секундочку, наслаждаюсь своим прекрасным голосом. Сижу и думаю: тидж, 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 тиджой. Вот так вот сижу и записываю каждый раз озвучку. А сидишь: ой, я Старк, братишка. Куда я вообще попал? Я сделал сейф. Ямы что-то меня подводят иногда. Это игра! Что с ней? Вообще, первые уровни Дума самые концентрированные. В них нет долгих поисков ключей и постоянно выдаются новые пушки, что нифигово прокачивает геймплей. Правда, на этом уровне меня жестко изнасиловали практически полным отсутствием патронов. Говорят, еще в Eternal с этим проблемы. Это, кстати, самый прикольный левел дизайн начинается, когда мы уже в городских локациях деремся. Красиво, не правда ли? О, это мой дом. Я тут живу. Блин, у меня, короче, в морозилке лежит гамбургер замороженный. Типа от Мираторг. Они, по-моему, полное говно, но я взял попробовать. Ну и те, кто, типа, давно меня смотрит, они, кто посещает мои стримы, они прекрасно знают, что у меня микроволновки нет, я пока не придумал, как я буду его разогревать. То есть разогревать гамбургер на сковородке, походу, придется. Ну, это будет интересный экспириенс, что сказать. Стоит разогреть картошку-пюре на сковородке и в микроволновке, ты сразу же прочувствуешь разницу. На сковородке у нее появится просто вкуснейшая корочка. Ты ее кушаешь, и тебе прям хорошо-хорошо. А в микроволновке она... я вспомнил, это очень круто проходится, смотрите. А я все думаю, это в этой игре было или в стрейфе? Блин, это же гениально. На потолок смотришь и по лампочкам идешь. Ой, молодцы, ой, молодцы. Не надо. Окей, Рокет. Я боюсь, что я возьму эту ракетницу, начнется что-то нехорошее, да? Ну, конечно, ну, конечно. Кто бы сомневался. Интересный факт. Без карты на этом левеле я просидел 44 минуты. Показывать это, конечно же, не буду. Но можете посмотреть, как я попал на секретный уровень. Вышло это совершенно случайно, и я вообще не знал, что в Думе есть подобные секретки. Че, я потерялся? Что это вообще за место? Читить! Ни хрена себе! Вот это пук-чемпион! Я в Думе никогда в жизни секретный уровень не находил. Вульфик, чуваки, Вульфик! Это, понимаете, это секретный уровень в Думе 2, который в Doom Eternal. Это Вульфенштейн в Doom 2, в Doom Eternal. Кроме визуала, ничего особенно интересного не было. Разве что секретная комната, в которой секретка, которая вела на второй секретный уровень. Умели раньше нычки делать. К сожалению, уж непонятно зачем, но всю нацистскую символику вырезали, и уровни явно потеряли в шарме. Довольно странная цензура, если учесть, что мы не поддерживаем нацистов, а расстреливаем их со всех стволов. Зато подвешенных командер-кинов оставили. Их, к слову, убивать обязательно, иначе дальше не пропустят. Кстати, еще одна особенность этой версии Дума заключается в баге, который не показывает найденные секреты. Порой хрен поймешь, это просто комната с патронами или можно начинать собой гордиться. Дальше каких-то сверхнеобычных ситуаций не возникало. Уровни становились все более запутанными с интересным левел-дизайном. Но по части пушек, монстров или каких-то усилений все довольно тухло. Пожалуй, это тот момент, который сможет оттолкнуть современного юзера от прохождения Дума. Игра слишком резко показывает все свои прелести, и буквально за первые 10 уровней можно увидеть весь контент.
Однако мне все же очень понравилось, хоть и предпочел бы разбить игровую сессию в 2 захода, ибо поплавы под конец были лютые. Геймплей Дума даже в 2020 году чувствуется свежо и может конкурировать с современными инди-поделками. На удивление, Doom понравился мне даже больше первого Квейка, хотя я буквально с детского садика играл в Q3. Все же этот сеттинг с демонюгами и человеком-армией в лице Думгая как-то цепляет меня. Отдельно хочется выделить нетипичный для шутера Ост. Месить демонов под гавайские темы не менее увлекательно, чем под Мика Гордона. То и дело, я останавливался, чтобы просто послушать треки в тишине. Если ввиду своего возраста или отсутствия нужной для того времени платформы вы, как и я, пропустили Doom, то самое время наверстывать. Благо, сейчас есть множество модов на любой вкус. Хотя, быть честным, классика мне понравилась даже больше, чем Brutal-версия. Ну и самое время показать вам оригинальную икону греха. По своей сути, это просто текстурка поверх стены. Все вы прекрасно знаете, что хитбоксом босса является голова Джона Ромеро, и даже если вы не были в курсе, что это главный дизайнер игры, почему-то об этой пасхалке знает каждый человек на планете Земля. Икона призывает мобов в огромном количестве, и для меня стало дикостью, что убийство босса завязано на правильном выборе высоты. Как таковое понятие высоты в Думе очень относительно, и нередки моменты, когда монстр снизу мешает тебе пройти где-то сверху. Или Пинки укусит за жопу, когда его даже не видно. На протяжении всей игры у нас отсутствует как таковой прицел, и Думгай точно убивал монстров что снизу, что сверху. Осознание, что все-таки нужно целиться в эту маленькую дыру, стало для меня небольшим диссонансом. Для четкого попадания в цель нужно сделать выстрел с рокета, когда он находится на уровне подбородка босса. Попади в дырку, господи, как же я зол, то что твой отец попал в дырку и появился ты, ублюдок. %1700 убийств. Кошмар, как странно видеть современную игру. Ну, вот и все. К сожалению, никакой ачивки или секретного поздравления игрой не предусмотрено. Я вообще не думаю, что разработчики надеялись, что кто-то из игроков на серьезных щах будет проходить старые думы, особенно если учесть некоторые недоработки. Хотелось бы этим роликом как-то поднять ваш интерес к старым играм, а в особенности к отцу шутеров. Ну а что касается меня, я смог закрепить свое маленькое достижение этим роликом. Всего хорошего.